Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим, кто твой будущий муж, когда встреча и для сигнификации, кто ты и почему ты вообще не замужем сейчас. Итак, я думаю, что в долгий ящик откладывать не будем, про все вы уже знаете. Кто со мной в магическом чате, те умнички. Ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии, там на бусте кликаете, и в самом первом посте магический чат и колоды, которые вы можете продавать, не боясь, что кто-то подаст на авторские права. Это 4 колоды нейроведьмы и деда. Первая, вторая, третья и четвертая. Макеты готовы для печати. Я не против то, что вы их продаете, то, что вы ими пользуетесь, себе распечатываете. Пожалуйста. Я, как говорится, и мне интересно колоды делать вот просто для души. Не для коммерции, а для души. Поэтому колоды я свои даю вам. Итак, ссылки в описании к видео, в закрепленном комментарии. Давайте уже начнем, потому что я очень хочу посмотреть, чей я уже муж. Шучу. Давайте начнем. Единички. Тут или хитрожопые лисички сидят, которые замужем и смотрят этот расклад, или, или вот так вот. Блин. Ну, давайте, в общем, сделаем так, как будто все девочки умненькие и замужние смотреть это не будут. Так вот, кто ты, почему ты не замужем? А ты огонь. И замужем. Ну ладно, давай без шуточек, да, без твоих вот этих вот. У тебя сейчас по тузу огня ты огонь. Ты идеями горишь, проектами горишь, целями горишь, ты как факел, который вот в любой момент готов взорваться вот этим новым стартом, да, новыми отношениями. Сколько это не про тебя вообще. Как только тебе скучно становится, ты с места срываешься. И вот если ты замужем, ты при живом муже, да, уже смотришь, кто твой будущий муж. Так, шуточки шуточками, да, но мы с тобой серьезные люди, дипломаты, все дела, вот эти вот все красивые слова. И ты не тот человек, который будет сидеть, ждать принца на белом коне, потому что ты сама скачешь впереди планеты всей. Но, знаешь, косяк есть. Ты так уверена, что семья должна быть идеальной, как на картинке, да, что вот любая трещинка в отношениях, она тебе пугает. Даже вот сейчас сидишь, замужняя смотрит, кто у меня будущий муж. Ну, давай, без шуток, все. Какие тут шутки? Тут про серьезные вещи говорим. Вот, и у тебя получается... Будем рассматривать эту карту не как ты замужем, а как идеальная картинка у тебя есть в голове. Ты ждешь, что тебе принесут готовую сказку с золотыми рыбками, с любовью до гроба и детьми, которые никогда не плачут. То есть у тебя идеальная картинка. Ты не замужем, на это не смотрим. Потому что вот нас 99% сидишь сейчас ты и говоришь: дед, а я же замужем. Чего я тут делаю, да? Ну, давай, все, хватит шуточки шутить, потому что мы с тобой серьезные люди. И у тебя вот эта картинка идеальная в голове. Ну, вот это все, что я сказал, да, дети не плачут никогда, вся такая всегда, как его, на лице намазано, забыл. Всегда с макияжем, с красивым, в одной руке ребеночек, который никогда не плачет. Но жизнь-то не такая. Ты отказываешься от мужиков, которые не идеальны, потому что ты не веришь, что можно построить счастье своими руками.
То есть ты хочешь вот все сразу и готовое, но реальность, она так не работает. Ты сама блокируешь свое замужество, потому что твои ожидания — это вот что-то такое эфемерное, понимаешь? А вокруг тебя обычные земные мужики. Короче, ты не замужем, потому что ты слишком занята поиском своей фантазии, а не реального человека, который готов рядом с тобой, как говорится, с твоей горячей натурой, не боясь обжечься, идти рядом и за ручку держать. Так кто твой будущий муж? Это сочетание мечты и земли. То есть, с одной стороны, он будет романтик, да, как поэт, который умеет про чувства говорить вот без стесняшек всяких. Он будет смотреть на тебя так, что ты будешь прям таять, как мороженка. Он ценит твое вот это безумство, твою страсть и даже твое упрямство будет. Но, знаешь, одновременно с этим он в облаках не витает. Понимаешь, он знает, как заработать, как быт устроить, как не дать тебе сжечь все дотла. Он, знаешь, он будет тем человеком, который утром и розу подарит, а вечером унитаз починит. То есть он не будет гнаться за твоим темпом, но он будет идти рядом, вот шажочек за шажочком, иногда, как говорится, давая тебе по попе. Он бояться твоей энергии не будет, нет. Потому что он сам сильный, вот эта внутренняя сила, я имею в виду. Но помни, он не идеален, он не будет той картинкой, о которой ты мечтаешь. Ты будешь злиться на его медлительность вот эту. Ты будешь считать его скучным, когда вот тебе захочется вот этой своей энергией, как говорится, похвастаться. Но это именно он. Тот, кто не будет тебя ломать, а примет всю твою вот эту огненность, да, огненную сущность, и при этом не даст тебе сгореть дотла. А встреча когда? А встреча после того, как все твое прошлое сгорит. Речь о том, что ты сейчас держишься за что-то, что давно умерло. Это старый роман, конечно же. Чем мне тебе тут намекать? Который ты никак не отпустишь. Вот ты мне говоришь: я забыла, я забыла. Когда забыла, не пишут: я о нем уже забыла. Прикинь? Вот, и ты обожглась. И ты вот это не можешь похоронить уже. Вот десятка мечей говорит, что это закончится жестко. Ты будешь плакать, ты будешь чувствовать, что вот тебе конец. Ты будешь думать, что никогда больше не сможешь полюбить, или ты уже так думаешь. Но это будет вот это, и как ее, точка отсчета будет это. Ты встретишь его, когда все твое нутро очистится от вот этого старого хлама. И в момент встретишь его, когда вот ты перестанешь ждать того из прошлого. И не времени то, что ты говоришь, то, что, как называется, я его забыла, он мне не нужен. Еще раз повторяюсь, когда забыла, не вспоминают. Не говорят, что я забыла, давайте я всему миру докажу, что я его забыла. А то много таких вот в комментариях есть, которые якобы забыли. И знаешь, если мы смотрим, что ты замужем, да, потому что у нас мы видим все карты, то когда ты с этим разведешься, можно так трактовать. Но давай, все, мы серьезные люди с тобой. И знаешь, вот эта встреча, она будет не через год. Понимаешь? Это будет тогда, когда ты полностью страничку перевернешь. Ты давно уже одна, но страничку не переворачиваешь. Вот когда будешь в пустоте, вот именно в этот момент ты полной грудью вздохнешь, почувствуешь, что по-настоящему ты готова. Сейчас ты не готова. Нет, сейчас у тебя прошлый мужик рядом сидит какой-то, расклад слушает. Ладно, все, шутки шутками, давайте к второму варианту. Ну, тут я все сказал. То есть, когда твое прошлое полностью сгорит. Отпустить не можешь ни времени. Мне можешь врать, себе не ври.
Давай перейдем ко второму варианту. Двоечки. Вот смотрю на ваши карты, да, и сразу вот вижу, в чем засада. Да и кто Таро знает, тоже видит. А вот почему ты не замужем и кто ты, а ты контролер. Ты, наверное, контролером работаешь. Ты каждый шаг, каждую копеечку вот контролируешь. Как будто жизнь — это твоя вот личная крепость. Никому не даешь подойти близко, потому что ты трясешься над всеми своими ресурсами. А это эмоции, время, деньги, силы, вот все. Вместо того, чтобы довериться там мужчине, да, открыться, ты вгрызаешься в любые конфликты, как голодная собака. Ты ведешь себя так, как будто вот вокруг одни враги. Вокруг враги одни. И сама ты создаешь ссоры из ничего. Ты этот не истеричка, а как называется, вот кто ругается постоянно. Вот это твоя проблема. А не замужем, потому что ты сама отбиваешь у мужиков желание с тобой связываться. Они тебе либо не дотягивают до твоих стандартов, либо ты их сама выжимаешь как лимон, а потом разбрасываешься обвинениями. Ты боишься, что тебя обманут, поэтому ты первый всех обманываешь и вот саркастично комментируешь. Это не защита, это твоя тюрьма. Не замужем, потому что не готова отпустить вот этот контроль. Уступить в споре ты не можешь. Или там просто признать, что люди могут быть нормальными, без подвоха. А у тебя как? Везде подвох, везде враги. Все хотят только одного. Я тебе открою, на ушко шепну один секрет. Вот все женщины думают, да, что мужики хотят только одного. Я тебе скажу честно. Мясо только хотят, жареного с лучком. Вот. Ты это только никому не говори, это между мной и тобой секрет. И вот пока ты не разожмешь свои кулаки и не перестанешь видеть в каждом мужике угрозу, ты так и будешь сидеть одна с зажатым кошельком, в котором я не про деньги говорю, а в кошельке у тебя вот эти эмоции твои, вот это вот твоя любовь, вся твоя вот эта нежность. Ты, как сказать, на вид ты камень, а внутри-то у тебя тепленький человечек сидит. А на вид ты, как его, снежная королева с ядовитым языком. Так кто твой будущий муж-то? Это мужик будет, который, знаешь, время на игры не будет тратить. Ты его сразу узнаешь. У него все тоже под контролем. Карьера, дом, деньги. Он твое зеркало. И он смотрит на жизнь, как на шахматную доску. Каждое решение он на 5 шагов вперед просчитывает. Он не фантазер, ты таких не любишь. Он не романтик, нет. Он реальный дядька, который умеет зарабатывать и строить. Как дома, так и тебя тоже. Успокаивать он тебя не будет, твои вот эти истерики. Он просто даст тебе стабильность, как вот каменная стена будет. Но сразу не жди, что он там будет тебе завтрак в постель носить, стихотворение писать и прочее. У него, знаешь, вот дела идут вперед с такой скоростью, что ты либо успеешь прыгнуть в его поезд, либо на платформе с открытым ртом останешься. Он прям постоянно будет тебя торопить. Выбор делать. Не раздумывать, резину не тянуть, а сразу решать. Это вот, знаешь, вот я говорю, это твое полное зеркало. И ты с ним не сможешь, я тебе открою секрет. Потому что с тобой не могут, с чего ты решила, что ты сама с собой сможешь. А он — это ты, умноженное на 2. За тобой бегать он не будет, как твои бывшие. Он не твой спасатель, это ты должна будешь под него подстроиться.
И если ты готова перестать ныть и начать действовать, он тебя заметит. А если ты будешь как в прошлом, там, вот это все, он недостаточно внимателен, а сама же его и лимон как выжимала. Он даже не помашет тебе рукой на прощание, если ты не будешь меняться. Этот человек, который ищет не куклу, а партнера, который умеет держать удар. Такого, каком ты мечтаешь. Но знаешь, что самое страшное? Мечты сбываются. А в твоем случае это ты встретишь такого, о ком мечтаешь. И он тебя раздавит. Вот на такой позитивной ноте посмотрим, когда встреча. Да, ну тут все понятно. Все решится, когда ты перестанешь, как Дон Кихот, с ветряными мельницами бороться. Ты встретишь его, когда свою жизнь сделаешь без вот этих вечных истерик, без вечных ругачек. А ты любишь это, ой как, особенно с мужиками. Особенно мне, наверное, всегда в комментариях пишешь, а чё ты комментарии удаляешь? Кстати, я комментарии не удаляю, есть модераторы Ютуба. Если вы не видите сразу свой комментарий, он там через 5, 10, 15 минут появляется. Мне сидеть больше нечего делать, только сидеть комментарии удалять. Так вот, чё это я ушел-то? Когда встреча, когда ты расслабить себя, расслабить себе даже булки, понимаешь? Вот в хлебном покупаешь булочки и расслабляешь их, понимаешь? А встретишь ты его, где вот праздник, где ты не будешь искать мужика, а просто будешь самой собой. Это или свадьба какая-то, или корпоратив, или вот какой-то праздник, где ты почувствуешь себя как дома. И вот тут колесико провернется, и ты не успеешь понять, как он появился. Это не будет вот этот постепенный роман, да? Это будет как снег на голову. Сначала ты не поверишь, что это он, потому что ты привыкла к хамам, к неудачникам, к тюфякам, которых ты еще больше заталкиваешь в болото. Но тут будет все наоборот. И в итоге либо ты хватаешься за этот шанс, как говорится, последний поезд, либо опять начнешь сомневаться, подвохи искать и упустишь его. Судьба тебе четкий сигнал дает. Второго не жди. Если ты не перестанешь сомневаться в каждом шаге, ты, как говорится, как говорит на кураптоновском языке, просрешь этот момент, понимаешь? По времени не позже 6 месяцев. Или ты его встречаешь, пока ты еще в адеквате, да? Или он тебя проскочит, и ты будешь локти кусать еще 5 лет. Понимаешь? Я надеюсь, что ты меня услышала про 5 лет. Давайте посмотрим третий вариант. Ну, троечек вечно. Огонь, 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 а тут еще и суд. Ну, понятно, да? Сейчас ты в разводе с королем жезлов. Ты сейчас, знаешь, вот бомба замедленного действия. Ты горишь как костер, но при этом ты устроила себе такой эмоциональный ад, что ты сама от себя сбегаешь. А твой этот развод с королем жезлов — это не просто финал какой-то отношений, это прям твоя личная ядерная война. Ты так ушла в режим «я все самаха», что ты устроила сама себе суд без вот права на апелляцию. Сама вынесла приговор, сама подписала бумаги, сама выкинула там его вещи, но ты не осознаешь, что ты до сих пор носишь этот развод как каменную плиту на спине, потому что оно бы не вылезло тут. Ты не замужем же, нет, потому что ты не прошла настоящую перезагрузку. Ты просто сменила драму на другую драму.
И теперь вот трясешься над каждой мелочью. Боишься, что новый мужик такой же властный будет, как бывший. Ой, тиран меня тиранил. А зовут его Тиран Тираныч Тиранов. И строишь ты из себя неприступную крепость. На самом деле, знаешь, это не неприступная крепость. Это ты в подвале прячешься из своих же страхов. Не замужем, потому что не готова отпустить старые обиды, потому что тот тебя обидел, и теперь, не дай бог, еще раз. И вот до сих пор ты судишь себя за вот этот брак, как будто это твоя вина была. И вот пока ты не выплюнешь вот этот яд, ты не пустишь никого близко. Кто твой муж будущий? Это, знаешь, человек, который твои шаблоны вдребезги разобьет. Ты вот думала, что тебе нужен очередной король с накачанными амбициями. Фигушки. Он будет тихим, как жрица, но при этом он ходячая энциклопедия. Это не будет вот тот, кто кричит про свои достижения на каждом шагу. Это будет тот, кто знает ответы на вопросы, которые ты даже не успела задать. Понимаешь? Удивлять он тебя каждый день будет. То расскажет, почему звезда падает, то объяснит, как работает твое сердце. Он начитанный. И злиться ты будешь на него, потому что он не влезет в твои рамки вот этого идеального мужа. Но он не будет тебя на руках носить, нет. Но он научит тебя смотреть на мир другими глазками. Розы он тебе дарить не будет, но зато он тебе книжку подарит, которая твою жизнь перевернет. Он, знаешь, он твой учитель будет по жизни. А по профессии он или учитель, или ученый, или вот какой-то такой очень умный человек. Но главное, он в игры в твои играть не будет. Может, даже священник. Он не полезет в твои драмы, он не будет требовать от тебя честности. Знаешь, ты не сможешь с ним притвориться, потому что он будет видеть тебя насквозь. И да, это тебя будет бесить. Но именно это тебя только и спасет. Когда встреча? Ну, тут тоже твой же упрямый характер и решит все. Ты же сейчас в болоте сидишь. Сидишь такая, смотришь на кофе и ничего не замечаешь. Ты вот настолько зациклилась на своих мыслях, что мимо возможностей ты как слепая проходишь. То думаешь, что ты готова к отношениям, то нет, то ты в угол забилась и ждешь, когда мир приползет к тебе на коленях. Но твой будущий муж, он появится, когда твою башню из вот этих скрепок и иллюзий разнесет в клочья. И это будет не мило. Нет, это как гром среди ясного неба будет. Ты или работу потеряешь, или лучшая подруга тебя предаст, или тебя затопят соседи. И вот твое все вот это под контролем, оно за секундочку все рухнет. И вот тогда, когда ты среди руин будешь стоять и рыдать, он тогда и появится. Не с цветами и не с советами, нет. Он, знаешь, он примерно вот, если образно сказать, он лопату тебе даст и скажет: «Копай, глупая». И произойдет это не через год, и даже не через 5 лет. Это вот случится внезапно, когда ты перестанешь ждать и выдохнешь. Поэтому будь готова, что это будет, знаешь, ближе январь-февраль, вот так я бы сказал. То есть, когда вот все старое отмирает, когда вот последние листочки шмякнулись, но это же январь-февраль где-то, вот примерно вот так. Не поздняя осень, нет. Которые вот такие, когда все отмерло, а поздняя осень, это еще отмирает. И вот ты будешь тогда психовать, ныть, что он не вовремя. Но именно это тебя и поднимет с колен. И да, сначала ты его будешь ненавидеть. Вот так вот и все. А что ты хотела? Вот так оно. Не выплевывай яд точнее. Выплюнешь яд, будет все хорошо. У плохих людей ничего хорошего никогда не будет. Поэтому выплевывай яд. Давай, выплевывай.